Когда мы говорим «маски», мы подразумеваем комедия. Когда мы говорим «комедия», мы подразумеваем «маски». Вот так всегда мы говорим одно, а подразумеваем совершенно другое. И, несомненно, маски стали уникальным явлением в комедии еще в СССР. Вам всем известно выражение «лихие 90-е». Так вот, для масок лихие 90-е начались как минимум на 10 лет раньше. Именно об этом сегодня наши истории. Мы продолжаем встречу выпускников комик труппы «Маски», и сегодня мы говорим о лихих 80-х. Мы договорились, что каждый будет рассказывать свою историю, всего одну историю, и потом слово переходит к другому. И дальше мы идем по кругу, и каждый опять рассказывает свою историю. И, в общем-то, в связи с тем, что Георгий Делиев – это художественный руководитель комик труппы «Маски», а именно так назывался этот коллектив лихих 80-х, то первая история, Жорик, у тебя. Тебе первый шаг. Любую историю, смешную, грустную, или, может быть, даже наоборот. Хотите истории? Их есть у меня, их много, но... Одну попросили, ладно, расскажу, например, про Гамбург, да, когда мы были на гастролях в 89 году, это еще была Федеративная Республика Германия. Мы больше месяца играли в театре Шмидт. Он находился на Репербане. Это такой гей-клуб, тогда в 89 году для нас это было все очень удивительно как-то. Вот, ну мы там играли свою нормальную программу. И уже к концу гастролей, во время эксцентрического танца, когда у нас идет присядка. В тот момент, когда я приседаю, по сценарию Боря должен пронести руку и промахивается, попадая другому в затылок. Боря не рассчитал, и вместо того, когда я присел, он пронес руку буквально там на полсекунды раньше. И когда я приподнялся, он мне глаз так, что... Я ж подлетел, но я ж был на подлете, и я вот так вот подлетел, и так, я спиной так упал. Я никогда не испытывал такого чувства, которое называется «искры из глаз посыпались». Но я видел это в мультиках Диснея. Вот, и в литературе читал. Вот тогда я впервые на себе ощутил это. У меня посыпались искры из глаз. То есть я видел эти звезды, летали. Я еще так долбанулся спиной так красивенько. И я вот как бы понял, что мне вставать нельзя. То есть если я начну вставать, вдруг у меня голова, я ж не знаю, что у меня. Может, у меня там позвоночник сломан. А когда мы обучались пантомиме, мы проходили джаз-танец, акробатику и карате. У нас была такая дисциплина. Боря был отличником. Тренер по карате говорил, что у Бори очень крепкая рука, в прямом смысле. Вот, и даже рекомендовал Боре заниматься этими боевыми искусствами. Но Боря говорит, не, я буду заниматься пантомимой, и мне это нафиг не нужно. Я тогда ощутил, что у него таки крепкая рука. Короче, я вот так полежал. И когда мы дотанцевали, я говорю, ребята, поднимайте меня, как будто я сдох. Они раз, мы ходили. К счастью, это последний танец. И я на поклон не вышел. Потому что у меня вот так вот просто вот глаза не было. Вот так вот лоб переходил в щеку. Вот, такая сплошная гематома была. Вот, ну, Боря сам пересрал, конечно, капитально. Вот, но немцы, вот эти, особенно геи, они очень такие сердобольные. Они говорят, Джордж, и отвезли меня в больницу. Сделали мне рентген, заплатили за меня 200 марок, сказали, что с головой все в порядке. У меня ничего не было сломано, но просто была сильная гематома. Вот, мне сделали примочки, немножко эта опухоль сошла, но глаз начал синеть. И я дальше играл эти спектакли, наши шоу с такой повязкой. Ну и все отлично получалось. Но с той поры Боря как-то потерял прыть в исполнении номера «Эксцентрический танец». И очень так как-то формально. Я говорю, Боря, да не ссы, нормально давайте. Он говорит, не-не-не, я не хочу руководителя. Вот, но мы по этому поводу шутили. Совершенно не раздражались и абсолютно не было никакой там обиды. Я не стал Боре мстить. За исключением того, что спустя годы, когда мы участвовали в гонках на выживание у Сергея Воробьева,
было, а это автомобили, которые там были приспособлены к тому, чтобы друг друга бить, и вот чья машина выживет, будет самая жесткая. И я Борю тоже так вот. Из-под тишка его так подло в задний бампер. Вот так-то он со своим начальством, с режиссером обошелся. Ну ничего, я думаю, в этой гонке я с Барским отыграю. И он, когда поворачивал, он перевернулся, сделал несколько переворотов. И Боря после этого говорит, да я бы доехал первый. Говорит, ну какая-то сука меня ударила сзади. Боря, это был я. Он говорит, ну все, 1-1, брат, мы с тобой квиты. Самое смешное, что гематома была не у меня, а у машины. А Жорик, когда с гематомой вернулся в театр, а это Шмидт-шоу, и он очки одел, такие капли, тогда модно было капли носить обязательно. И лейбу с капли не снимали, потому что потом можно было эти очки перепродать и купить себе новые. Машину можно было купить. Да. А тут он ходит в театр, и обслуживающий персонал, который за него 200 марок заплатил, а там один парень, он без любовника остался, его посадили на время в тюрьму, посадили по каким-то причинам. И он Жорику так очки поднимает, смотрит в глаза и говорит, о, блядь, I love you. Место. Поездка в Гамбург, это была одна из первых зарубежных гастролей комик-труппы. Тогда были гастроли, начались и в Германии, и в Дании. И, собственно говоря, конечно, мы не перебирали, когда нам делали некое предложение. Это первое. Мы даже не знали, в какой театр, собственно, едет коллектив, где он будет выступать. Поэтому, собственно говоря, я помню рассказ Жорика, который мне говорил о том, что когда мы приехали и увидели, кто публика, и мы не поняли уже 4-й день, и все забито, аншлаги. Он мне звонит, Юра, у нас тут аншлаги. Я говорю, Жорик, я не понимаю, почему у вас аншлаги, вас никто не знает в Германии. Он говорит, тут какие-то люди очень такие интеллигентные, они очень знающие, они разбираются в искусстве, им очень нравится клоунада. И в результате, значит, оказалось, значит, что это гей-театр, и, собственно говоря, ну вот так вот произошло. Там программка такая была. Ну, нужно знать, что вокруг были только пип-шоу, гей-клубы, публичные дома и просто девушки на перекрестках. А у нас была такая программка, и на ней было написано 7 мужчин и 1 женщина. Я хочу про Борю еще такой случай рассказать. Правда, это было в Соединенных Штатах. Мы в Америку приехали, по-английски плохо все говорят. А Боря говорит, подождите. I speak English very good. Я сейчас пойду. Он говорит, Боря, закажи там мне это. Я виски хочу попробовать, мне кофе, а мне это. Он говорит, кстати, так раз так заходит, так, дверь так открывает, как в этих вестернах американских, так. И люди так раз, так поворачиваются, смотрят, думают, что за дебил зашел. А он такой, раз, так руки в карманы. А мы так, Боря, ну давай, speak English, он так. Водяра есть! И самое главное, что налили. Его поняли, его налили. Русский продавец оказался, и он сказал, да, есть вам какую. И я тогда обалдел, потому что я не знал, что там же такие названия какие-то странные. А еще очень смешно в Германии в Шмидт-шоу там была... мы тогда купили камеру первую, ВХС у нас была камера, ну такая любительская, да. И мы тогда впервые поймали нашего директора, выходящим из секс-шопа. Оу май!
а мы его подловили на камень, и он весь такими пятнами начал покрываться, потому что это советские времена еще, и вдруг чувак в секс-шопе, мы могли продать потом эту запись и заработать на нем, он же директор, правильно, но мы этого не сделали. Потому что вы честные клоуны. Понимаешь, вы были, есть и будете честными клоунами. А, Боря, ты взял свой шанс рассказать историю, и я могу передать слово кому-то другому, или ты хочешь рассказать свою историю из лихих 80-х? У меня есть честная история про честных клоунов. Давай, Саша, перебивай. Ну, поскольку память у меня не очень, поэтому я записываю. Сейчас я ее найду. И она очень, кстати, к 80-м. Вот сейчас я нахожу ее. Сань, давай погадаем на твоей книге. Я называю страницу 72-я. 72-я, третья строчка сверху. Подожди, 72-я. Третья строчка сверху. Успехов в будущем. Вау! Замечательно. Слушай, точное попадание. Так, Саш, так твоя история. Называется рассказ «Комсомольцы». Вся страна готовилась к большому празднику, Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Москве. Готовились и мы, но как туда попасть, не знали. Пришли в обком в ЛКСМ и попросили нас туда на фестиваль делегировать. Ведь мы же молодежь, и еще вчера были студентами. А вы нам за это что? Сказал главный комсомолец. А что вам надо? А поедьте-ка сначала в культурную командировку по детдомам области. Жорик, подожди. 2 недели мы ездили за свой счет, выступали в клубах, где из электрооборудования была только оголенная розетка и пыльная лампочка. Ночевали в домах колхозников, детдомовцы, больше походившие на беспризорников, несказанно радовались приезжим горожанам. У одной актрисы, помните, была шуба, детки прилипали к ней и гладили. В общем, какая-то педагогическая поэма. Продолжать? Измеренные выполненным долгом вернулись в обком, пришли получать свои командировочные. А ничего не выйдет? Вот посмотрите, в командировочном листе вы отметили прибытие, а убытие не отметили. Опаньки! Подождите, ну вот же, в этот день мы были в 2 детдомах. А если мы прибыли во 2, значит мы с 1 выбыли. Так получается? Не получается. Правило есть правило. Ну хорошо, верните нам хотя бы деньги, потраченные на проживание в домах колхозника. Не можем. У вас неправильно оформлены командировочные документы. Ладно, давайте нам нашу путевку на фестиваль, и мы пойдем. Да вы в своем уме? В Москву съедутся лучшие из лучших со всего мира. Там даже будут представители Международного молодежного комитета. Сами подумайте, при чем тут вы? Кроме того, туда уже едет Яша Гоп. Он будет крутить там прогрессивную музыку. Ладно, поехали, но об этом как-нибудь расскажу в другой раз. Там только, знаешь, что я хотела еще напомнить, Саша, на этом фестивале, помнишь, мы имели право заходить на любое представление, но уже когда рассядутся люди по билетам, а мы как артисты бесплатно можем зайти. А там была масса интересных выступлений, и мы очень хотели на спектакль испанский, по-моему, попасть, и так стоим в очереди, уже вроде бы все по билетам прошли, а мы так тулимся, так поближе, значит, пройти. И билетерша говорит: так, вы кто такие, что вы здесь делаете, где ваши билеты? Мы говорим: мы артисты, можно нам пройти? Она: проходите уже, эти артисты хуже комсомольцев.
Кстати, Берчик, а комсомольцы это кто такие? Потому что мало кто сейчас уже помнит, наверное, что это такое, это организация, это профсоюз, что это? Это все наши люди, все воспитанные в Советском Союзе, проходили 3 этапа своей жизни или 4. Первый этап это октябрята были, это маленькие дети, которых принимали в октябрята. А я, кстати, в это же время принимал своих детей, но они не успели, они вот Яночкины ровесники. Я успела, вот 2 месяца я успела. А следующее поколение это пионеры. Яна не успела в пионеры, ее так и не приняли. Попроси папу, он тебе красный галстук купит. Пионеры, те, кто помнят, Фаина Раневская, гениальная актриса, которая говорила: пионеры, идите в жопу. Следующий этап не пионеры, это уже комсомольцы. Комсомольцы это более зрелое поколение. Я помню, как КВНщики шутили: партия, молодой комсомол, партия говорила: партия, дай порулить. Вот. А следующая уже партия, но меня в партию не взяли. Но я побывал в 3 этапа я прошел. Отлично. Ну я и сейчас в душе таким же остался. Я даже песню знаю: не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. О, вот в чем дело, понимаешь? Оставайтесь с нами, и выпускники программы «Маски Шоу» расскажут вам истории, которые вы не слышали никогда.